Это «Право Тек Форум». Кейс-форум, посвященный автоматизации процессов в юридической практике. И с вами на связи вновь студия под номером 1. Мы запускаем на «Право Тек Форум 2021 абсолютно новый формат. Это паблик-ток, который начнется прямо сейчас, буквально через несколько мгновений. В мире тысячи решений для автоматизации юридических процессов. И если хотя бы на каждое решение вы тратили по одному дню, вы потратили по итогу бы около 5 лет. Мы решили сегодня вам сделать подарок и сэкономить ваше время. Наши эксперты практики обсудят тонкости и подводные камни выбора вендора технологий, поделятся опытом о том, как распределяется бюджет и будет ли он увеличен на следующий год, какие препятствия и ограничения появляются при внедрении IT-решений. Давайте познакомимся с участниками нашей дискуссии. Поехали. Александр Киселев, руководитель правовой практики в сфере энергетики, трубная металлургическая компания. Александр Смирнов, вице-президент по правовым вопросам ПАО «Ростелеком». Игорь Асенцев, начальник отдела по автоматизации и методологии юридических процессов Департамента по юридической работе АО «Тандер», розничная сеть «Магнит». Кирилл Усатый, менеджер группы цифровых технологий KPMG, и Ольга Ясько, партнер юридической практики KPMG. Модератор дискуссии Алексей Пелевин, CNO и сооснователь компании «Право Тек». Друзья, добрый день. Я рад вас приветствовать на второй половине нашего форума. И я хочу с вами сегодня поговорить про технологии, про то, как вы их внедряли. Вы большие профессионалы. Я знаю, что вы все лидеры рынка в тех отраслях, чем вы занимаетесь. И я уверен, что вам есть чем с нами поделиться. Я хочу с вами сегодня разобрать несколько тем. И параллельно вместе с нами наши зрители будут голосовать за те же самые вопросы. И лично мне очень интересно, насколько мнение профессионалов будет совпадать с тысячами наших зрителей. Мы будем смотреть каждый раз на экран. И я хотел бы начать со следующей темы, которая звучит как провести успешную трансформацию. Я знаю, что каждый из вас проводил эту успешную трансформацию, и у каждого из вас есть какой-то секрет успеха, и будет очень здорово, если вы поделитесь. И начать я хотел бы с Игоря. Игорь, есть несколько мнений, как делать успешную трансформацию. Кто-то говорит о том, что если упорядочить хаос, вы получите упорядоченный хаос. Кто-то говорит, что нужно потратить много лет на описание бизнес-процессов. Как ты считаешь, надо ли описывать бизнес-процессы вначале, или можно кидаться в цифровую трансформацию, не имея описанных процессов? Ну, я думаю, кидаться, сломя голову, совершенно точно не стоит. Это очень плохая затея, и она может закончиться сломанной головой. Поэтому бизнес-процессы, да, они нужны на самом деле, потому что перед тем, как понимать, если мы что-то хотим трансформировать, мы должны понять, а как оно есть на самом деле. Если нет описанных бизнес-процессов, то, а что мы трансформировать будем? Вот мы соединим ужа с ежом, да, вот что-то такое получится непонятное. Нет, это не метод, это не подход. На самом деле обязательно нужно для начала понять, что есть у юристов, я сейчас говорю про юристов, я их представитель, как это работает, какие-то карты составить, какие-то схемы, и уже потом думать, а в каких местах мы можем автоматизироваться, в каких местах мы можем внести какие-то новые данные. Иначе может получиться, что здесь это не нужно, а здесь это нужно, но мы это пропустили. Поэтому однозначно описываем бизнес-процессы. Это прям один из первых шагов. Наверное, самый первый — это сбор всей информации, потом описываем бизнес-процессы, и потом уже думаем, а куда же мы будем вставлять вот эти вот кусочки автоматизации или там большие куски. Я хочу тебя спросить, а вот если взять весь срок внедрения проекта за 100%, вот сколько процентов из всего объема работ занимает именно описание и документирование? Это зависит на самом деле от количества функций, исполняемых юристами. Потому что, пример. Если, скажем так, если юристы охватывают всю деятельность компании, то я думаю, это не меньше 20%. Вот, серьезно, это достаточно большой кусок информации, потому что или самим юристам, или кто им эту автоматизацию проводит, им нужно вообще понимать, что происходит. И это, естественно, дело все описать. Соответственно, если там юристы только часть функций выполняют, то процент уменьшается. Я думаю, не меньше 20%. Спасибо. У меня следующий вопрос к Александру. И есть много разных методологий внедрения IT-решений. И традиционно они делятся на два больших блока. Это waterfall, когда идет поэтапное внедрение какой-то системы, или так называемый agile, когда внедрение длится короткими итерациями. Так вот, как ты считаешь, при цифровой трансформации юридической функции agile или waterfall? Я абсолютно уверен в том, что для больших корпораций
внедрение цифровизации должно осуществляться, конечно, по методу PMBOK, то есть это waterfall, потому что по Agile невозможно организовать управление командой там, в 1000 человек, в 500 человек. Поэтому мы можем отдельные итерации делать по Agile. К примеру, мы запускаем цифровизацию по обычному каскадному методу с утверждением планов, с утверждением паспорта проекта, назначением проектной команды. Но отдельные этапы, к примеру, там, создания карточек, мы сдаем постепенно. К примеру, в трубно-металлургической компании у нас внедрен стандарт проектного управления, он классический. Но конкретно цифровизируем юридическую функцию мы по методу Agile. То есть мы сдаем постепенно. Сначала мы сдаем карточки, это уже готово. Потому что если мы будем сдавать работу там, через год после окончания, оказывается, что что-то не будет так, как хотят конечные пользователи, то работа будет неуспешной. А в любом проекте главное — это результат. Мы чуть попозже поговорим про сотрудников, но я хочу тебя спросить, а какой процент сотрудников твоего юридического департамента, твоей юридической функции имеют сертификаты по проектному управлению? Сколько из них вообще понимает терминологию проектного управления? У нас в компании внедрено корпоративное обучение как раз по проектному управлению. Достаточно значительная часть юридического департамента и в целом задействованных в проектной деятельности по цифровизации. У них есть, да, сертификаты PMBOK, либо они обучены Agile, ну и другим способом проектного управления. Это очень круто. Это очень круто, МТМК. когда юристы обладают навыками Конечно. проектного управления. Оля, у меня следующий вопрос к тебе. Условия в бизнесе меняются очень быстро. И бизнес должен постоянно реагировать на изменяющиеся какие-то ситуации в мире. И при этом, чтобы успешно проводить цифровую трансформацию, нужно выбрать какой-то вектор и двигаться в рамках него. Вот как процесс цифровой трансформации адаптируется вот к этим вот постоянно меняющимся условиям в мире? Ну, это действительно так. Бизнес действительно меняется, и нам приходится подстраиваться под те изменения, которые есть. На мой взгляд, здесь очень важно определить приоритеты. Потому что если хвататься за любое изменение и следовать, пытаться что-то изменить в уже согласованный план, вы никогда не достигнете результата. Поэтому самое важное — определить, к какой цели мы движемся, а уже элементы достижения этой цели, их уже можно варьировать. То есть, на мой взгляд, без определения итоговой цели и без неуклонного следования к этой цели дойти до стадии завершения проекта будет очень сложно. Спасибо. Саш, у меня к тебе вопрос, и я знаю, что ты в этом году получил награду, 2 награды, самый инновационный юридический департамент. И мне очень интересно услышать твой личный опыт, кто принимал решения и как вообще принимались решения в корпорации на тему того, как это сделать, зачем это нужно, было ли это сложно, кто был таким паровозом и хедлайнером всех этих изменений, кто тебя поддерживал? Ну, мне хочется сказать, одной фразой решение здесь принимаю я. Вот, это отчасти правда. Но если серьезно говорить, ну, давай раздельный вопрос действительно в отношении непосредственно цифровых юридических продуктов. Эти решения в 99% случаев принимают сами юристы. И вот в этих 99% случаев 80% решений принимает моя команда. Я имею такую роскошь делегировать огромное количество вопросов своим членам команды. Но ключевое решение, а для меня самым важным решением при запуске цифровой трансформации является выбор партнера, того или тех людей, с кем мы пойдем в эту историю там, в перспективе 5 лет. Это компания «Правотек». Мы публично объявили о подписании соглашения о сотрудничестве. Вот это решение было принято мной единолично. Почему? Ну, естественно, после этого были процедуры закупки проведены, но когда мы отбирали пул участников, почему единолично? Потому что, на мой взгляд, любое решение, оно предполагает ответственность. Ultimately, в конечном счете, всю ответственность за все, что происходит в большом правом блоке Ростелеком, несу лично я персонально. И я не могу ошибиться с выбором провайдера. Во всех остальных случаях ошибки не столь драматичными являются. Но затем, конечно, был сложный путь длиной в полгода, когда мы находили бюджет. Мы долго убеждали инвестиционный комитет, что нам нужны деньги, про которые мы говорим позже, на реализацию тех инициатив, которые мы предложили бизнесу. Нас поддержал бизнес, вот, и мы пошли в эту историю.
про который сегодня говорим. Скажи, пожалуйста, вот у тебя трансформация юридической функции, она происходила в рамках общей стратегии цифровой трансформации Ростелекома, или это какой-то отдельный трек, который вы самостоятельно инициировали и самостоятельно лидировали? Это очень хороший вопрос. Уникальность нашей компании в том, что мы цифровая компания и цифровой партнер для бизнеса, государства и населения. Это наш официальный... Ростелеком про Да. цифровую трансформацию, но тем не Это менее. наш официальный слоган, но это мы говорим про фронт-офис, то есть мы говорим про наш интерфейс. Но внутри мы шли абсолютно отдельно, у нас не было такой, не знаю, общекорпоративной программы по трансформации, например, бэк-офиса. И в этом случае вся трансформация юридического департамента — плод наших инициатив. Более того, коллеги, например, из нашего HR огромного блока сейчас с интересом смотрят на наш чат-бот и говорят, давайте этот чат-бот, например, подружим с нашим HR-чат-ботом, и для того, чтобы у нас был один интерфейс взаимодействия с сотрудниками. Спасибо тебе. Нам на экран вывели результаты голосования среди зрителей, и меня действительно очень радует, что большинство наших зрителей решили, что самое важное при цифровой трансформации — это удобный продукт. Я абсолютно разделяю эту точку зрения, и наша компания, конечно, уделяет огромное внимание тому, что называется Design First, или удобству наших продуктов. Я хочу перейти к следующему большому блоку. Это про риски, ошибки и фейлы, которые возникают при цифровой трансформации. И вспоминая статистику внедрения различных IT-проектов, я хочу сказать, что примерно 70% IT-решений во всем мире, это не российская статистика, во всем мире не попадают в дедлайны, не попадают в сроки. И у меня есть вопрос, Кирилл, к тебе. Как ты считаешь, в Legal Tech, почему чаще всего трансформация или внедрение какого-то продукта заканчивается неудачей? В чем проблема фейла? Здесь выделил 3 ключевые вещи. Во-первых, это неправильно выбранный продукт, как с функциональной точки зрения, то есть он не удовлетворяет требованиям пользователей, не выполняет те функции, которые от него ожидают. Это его слабая ИТ-проработка, то есть это может быть прекрасный с точки зрения функционала продукт, но постоянно забагованный, и эта функциональность отваливается каждый понедельник. Второй важный момент — это неправильный выбор вендора-партнера по внедрению. То есть если ваши ожидания не совпадают с тем, что реально вендор-партнер может и готов вам предложить, какую поддержку готов вам оказать, то с высокой долей вероятностью ваш проект не взлетит. И третья вещь, она вытекает из первых 2. Это неправильная в целом проработка проекта как на стороне клиента, так и на стороне вендора-партнера. Это неправильный, некачественный сбор требований, это неправильный подход к управлению проектом, что на выходе как раз приводит либо к срывам сроков, либо срывам бюджетов. То есть я бы выделил вот эти 3 ключевые вещи. Я хочу тебя каверзный вопрос спросить на самом деле. Если проект, я понимаю, что здесь, наверное, неоднозначный ответ, но тем не менее, если проект провалился, как, по-твоему, чья вина, вендора или заказчика? Кто больше несет ответственность за этот провал? На самом деле, надо все равно разбираться, на чьей стороне большая ошибка. Если, допустим, вендор запросил информацию для сбора требований, клиент ему эту информацию предоставил неправильно, не то сформулировал, то, наверное, здесь большая ошибка на стороне клиента. Поэтому однозначного ответа, наверное, нету. Я бы сказал, что вина, она точно лежит на обеих сторонах. Вот. И что здесь, наверное, можно сформулировать, что залог успешного проекта — это как раз тесное партнерство клиента и вендора. Да, это важно. Статистически у нас примерно 80% наших клиентов крупнейших организаций выбирают on-premise размещение, то есть размещение платформы на их собственных серверах. И я вот здесь как раз хотел адресовать вопрос Александру и спросить тебя, какие риски есть с хранением персональных данных, коммерческой тайны, какой-то чувствительной информации, и как вы, как клиент, как заказчик, обеспечиваете безопасность? Да, отличный вопрос, как раз и то, что говорили коллеги. Да, в ТМК мы реализуем решение по цифровизации на собственных серверах. И когда проводили, реально случай из жизни, когда проводили одно из совещаний, коллеги рассказали интересную историю. В одной из наших дочек тоже цифровизировали юридическую функцию, был определенный поставщик,
закуплены были лицензии, все это было соответственно, серверах, собственно, тоже компании. А потом случилась следующая ситуация. Где-то через 2 года стоимость сервиса выросла в 5 раз. И это очень известная компания, я думаю, мы все знаем, что это за компания. Выросла в 5 раз, коллеги не согласились на продление лицензий, и 31 декабря заканчивается. Соответственно, с 1 января вся информация с серверов удалена. Они потеряли, собственно, все. И когда мы обсуждали эту историю с вами, Правотек юридически гарантировал по договору сохранение данных на длительный срок, даже если не будет продлена ни одна из десятков лицензий. Поэтому вопросы безопасности, они, естественно, в нашей компании отслеживаются. И я бы всем в любом случае рекомендовал размещаться именно на собственных серверах с юридически обязательными гарантиями со стороны вендора. Я считаю, что любой вендор, который дорожит своей репутацией, он должен давать такие гарантии и понимать, что данные принадлежат все-таки клиенту, а не вендору, каким бы он ни был. Саша, у меня к тебе следующий вопрос. И мы неоднократно встречали ситуации, когда IT-департаменты в компаниях или еще какие-то департаменты сопротивляются и не поддерживают цифровую трансформацию. Можешь рассказать именно про свой опыт, как в твоем случае это было? Я понимаю, может быть, для твоих коллег это прозвучит как-то не очень удобно, но мы знаем, что процесс цифровой трансформации, он всегда неудобный. Это не процесс, который очень мягко проходит и без проблем. Да, ты один из предыдущих вопросов назвал каверзным, но сейчас ты хочешь, чтобы я назвал поименно тех людей, которые сопротивлялись моей трансформации, а мне через час ехать обратно в офис. Если серьезно, то, конечно же, и в этом смысле мой кейс, он совпадает со всеми, наверное, кейсами всех присутствующих. Сопротивление наибольшее со стороны финансового блока. По одной простой причине, это дополнительные расходы на цифровую трансформацию юридического блока. Про бюджеты мы поговорим позднее. Мне кажется, это абсолютно адекватные деньги с точки зрения масштабов нашей деятельности, но тем не менее, естественно, мы многократно доказывали, что расходы на цифровую трансформацию обернутся, в конце концов, дополнительными доходами компании от выигранных судов, от сниженных административных штрафов, от эффективной работы юристов и так далее, и так далее. То есть финансисты сопротивлялись, айтишники наши горячо любимые не сопротивлялись, но мы прошли самую первую развилку. Мы делаем эти решения мы делаем in-house, либо покупаем на рынке достаточно просто, потому что нам сказали, что, конечно же, мы сделаем для вас цифровые решения, вообще не вопрос, но это будет, наверное, года через 2. Поэтому мы пошли по рынку и в итоге закупили цифровые продукты у вас. И кто нам сейчас помогает, это бэк-офисные подразделения, которые заинтересованы в том, чтобы наш опыт перенимать. Мы в этом смысле выступаем некими, то, что я называю евангелистами внутри компании цифровизации. И закупки — это очень близко нам по функционалу подразделения HR. Они очень пристально смотрят на наши решения. Я надеюсь, тот бюджет, который мы обсудим, мы с ними пошерим, и они нам финансово в этом смысле помогут. Спасибо. И, Оль, у меня к тебе вопрос про риски превышения бюджетов и сроков внедрения. Понятно, что это практика, но может быть, у тебя есть какой-то совет или история, как все-таки избегать этой ситуации, вообще что с ней делать? Или относиться к этому как к некой данности и спокойно жить? Если быть откровенной, я скорее склоняюсь к второму подходу, принимать, что такое возможно. То есть на моей практике мы достаточно активно уже последние несколько лет занимаемся сопровождением внедрения цифровых решений, в том числе для правовой функции. Я не припоминаю проекта, который бы уложился в изначально согласованные сроки. 0. Поэтому к этому надо быть готовым. У меня здесь есть моя личная позиция или мое личное мнение на эту тему. Я тоже считаю, что превысить сроки или бюджет — это нормально, но самое главное, чтобы это было абсолютно предсказуемо для заказчика. То есть не в день, когда этот срок прошел или бюджет закончился, а гораздо раньше и с понятным объяснением, и ситуация должна быть управляемой. У нас появились новые результаты, что является самой большой проблемой при внедрении решений по автоматизации. И большинство отметило, конечно, сложности интеграции в другие сервисы. Понятно, что у больших корпораций
уже даже не зоопарки, а целые заповедники IT-решений, и, конечно, с ними достаточно сложно интегрироваться. Я хочу перейти к следующему блоку. И вы знаете, что интересно? В мире существует больше 600 различных legal tech решений. Как вот мы сегодня неоднократно говорили, если тратить хотя бы один день на проверку решения, уйдет там почти 5 лет. И в России тоже достаточно большое количество интересных команд и интересных проектов. И у меня вопрос, Кирилл, к тебе. Как, по-твоему, при выборе компании-вендора, каким критериям, прежде всего, должна удовлетворять эта компания? Прежде чем прорабатывать сами критерии, я бы рекомендовал ответить на 3 вопроса. Первое — это что вендор как компания будет делать на проекте по внедрению, что вы от него ожидаете, какие риски, ответственности он готов с вами разделить. Второе — это что вендор будет делать после того, как проект завершен, то есть как будет выглядеть техническая поддержка, как будет организовано развитие продукта. И ответив на вот эти первые 2 вопроса, вы уже сформируете понимание вашего формата отношений с вендором и, собственно, сможете перейти к выбору каких-то критериев, о которых я скажу чуть позже. Еще важный 3-й вопрос — это наличие, собственно, стратегии развития продукта и насколько она соответствует вашему целеполаганию и вашей стратегии. И уже ответив на эти вопросы, можно как раз начинать взвешивать и сравнивать различные факторы. Там, это опыт внедрения там, аналогичных проектов, широкая продуктовая линейка, там, приятные условия техподдержки. Но, опять же, повторю, критерии, наверное, это уже вторично. Первичное — это вообще выработать, понять для себя формат ваших отношений с вендором, что вы друг от друга ожидаете. И от продукта в том числе, с точки зрения его развития. Мне здесь пришла в голову мысль одна, я пока тебя слушал. У нашей компании есть там уникальный опыт сотрудничества с КПМГ. И мне кажется, вот такие коллаборации, когда приходит технологический вендор и еще один поставщик, консультант, который очень хорошо понимает предметную область, они, конечно, могут давать там выдающиеся результаты. И в целом вот в таких коллаборациях я вижу огромный плюс для рынка. Вот, мы много об этом говорим, в том числе с юридическими фирмами, и призываем их к тому, чтобы они становились не просто консультантами по юридическим услугам, а в том числе консультантами по внедрению legal tech решений. Мне кажется, для этого бизнеса вот здесь вот кроется интересный потенциал в дополнительной выручке. Игорь, у меня к тебе вопрос. Вот если тебе нужно выбрать поставщика, какие у тебя стоп-факторы однозначно не работать с какой-то компанией? Хороший вопрос на самом деле. Может быть, неопрятный Просто вид. мы с этим как... Ну, да, наверное, это был бы стоп-фактором. На самом деле мы как-то не сталкивались с этим, когда выбирали себе поставщика. Ну, возможно, нам повезло, возможно, нам попались действительно все хорошие поставщики. Я могу обозначить такой стоп-фактор, но с оговоркой. То есть стоп-фактором может послужить отсутствие какого-либо практического опыта у поставщика. То есть если поставщик на вопрос, а где внедрена ваша система, отвечает, ну, пока нигде, но будет все здорово, круто. Но это такой определенный маячок, звоночек маленький. Но оговорка состоит в том, что также нельзя игнорировать и стартапы, ну, потому что, наверное, перспективы... Ну, все мы когда-то были, да, вот начинающими, поэтому и Правотех тоже в свое время только-только начинал, и, наверное, если бы все его игнорировали только из-за того, что у вас нет ни одного решения «до свидания», ну, ничего бы дальше не пошло. Поэтому, наверное, я бы так обозначил, что если у вендора есть уже опыт какого-то внедрения своих решений промышленного, то это однозначный плюс в его копилку. Но если у него такого опыта нету, ну, это звоночек, но все-таки это звоночек к тому, что более внимательно изучить его, более глубоко погрузиться, вот как коллеги говорили раньше, изучить его стратегию и понять, что он, в общем-то, планирует делать со своей системой, ну и, естественно, изучить саму систему, возможно, привлечь каких-то профессионалов там, с точки зрения ТЭС, с точки зрения еще кого-то. То есть смысл в том, что понять, ну, хороша ли эта система, потому что в нашей компании есть опыт, и я надеюсь, мы там, когда-нибудь на будущих форумах об нем расскажем, когда мы фактически нашли действительно стартап, и этот стартап вырос в достаточно интересную, мощную систему. Не скажу, что с помощью нас, но, тем не менее, мы к этому немножечко приложили свою руку. Поэтому стоп-фактор, наверное, все же опыт внедрения систем, но, как я уже сказал, с оговоркой, что если вендор
не внедрил еще нигде систему, не списывайте его сразу со счетов. Изучите его более внимательно. Ну и все-таки какая-то популярность вендора, его известность на рынке тоже достаточно важный момент, потому что ну, мы опять же возвращаемся к вопросу молодых каких-то амбициозных фирм, но тут просто момент, что молодая амбициозная фирма, какая бы она хорошая ни дала, она не даст гарантию, да? А серьезные корпорации, уже какие-то известные игроки на рынке, они эту гарантию вам предоставят, что все будет, ну, как минимум хорошо, а как максимум отлично. Поэтому, если вы хотите рискнуть, если у вас есть возможность это сделать, если вам разрешают это сделать, то можно, конечно, поизучать стартапы, поизучать каких-то молодых производителей, вендоров. Но если вам нужен результат четкий, гарантированный, стопроцентный, то обращайтесь к известным игрокам, изучайте их опыт. Ну, если это такой опыт есть там на уровне всей страны, на уровне государства, это вдвойне хорошо. Ну, ладно, давайте вот как бы скажу, почему мы выбрали Правотех. Ну, мы выбрали его, и об этом я уже говорил, в принципе. Ну, код-арбитр, да? Ну, ребят, ну все знают код-арбитр, все знают, что это за система, она уже много лет работает, и она работает идеально, вот там прям здорово. А кто ее разработал? Ну, тогда еще Право.ру, ныне Правотех, как бы. То есть это показатель, что все государство работает на этой системе, и значит, ну, этот вендор, наверное, не подведет, наверное, он не сольется там в какой-то момент и скажет: о, ребят, мы все, спасибо, до свидания, приятно было с вами работать. Я знаю, что у вас в Магните есть отдельная там акселерационная программа для стартапов, и вы активно стартапы привлекаете, за что вам огромное спасибо, потому что даже мы, как компания, уже достаточно большая компания на сегодняшний день, мы заинтересованы в том, чтобы вокруг нас появлялись новые интересные решения игроки. Вот, для нас это некое будущее для поглощений. И в целом мы всячески за то, чтобы этот рынок развивался. Саша, у меня к тебе вопрос. Этот вопрос философский. Что важнее, цена или качество? В любом случае качество, потому что тема того прошлого обсуждения, что лично меня не устраивает в других поставщиках, это как раз непрофессиональная команда. Потому что непрофессиональная команда не сможет сделать качественный продукт, который удовлетворит как руководство компании, так и конечных пользователей, потому что в любом случае цена, конечно, важна, но важнее рабочий результат и достижение этого результата. Спасибо. Оль, мы немножко уже поговорили про это, и есть определенные обязательства у любого вендора. И хочется, чтобы ты немножко раскрыла вопрос по поводу важности наличия различных лицензий, да, ФСБ, ФСТЭК, шифрования, наличия каких-то сертификатов, юридической ответственности, SLA. То есть что нужно корпорациям, чтобы они были уверены в поставщике? Ну, здесь, безусловно, вопрос достаточно комплексный. Я бы, наверное, начала отвечать на него с конца по поводу того, что, наверное, самое важное для меня, как для юриста в первую очередь, во вторую очередь, как для человека, который занимается вопросами автоматизации, это иметь детально проработанный договор с вендором, с четким разделением зон ответственности и обязательств каждой из сторон, кто что кому обещает и в какие сроки. И, в частности, такие вопросы, как права интеллектуальной собственности на доработки, гарантийная техподдержка, хранение информации, о котором уже говорили, важнейший вопрос. Это все должно быть четко отфиксировано в договоре, потому что бывали и в нашей практике случаи, когда вроде бы все обо всем договорились, вроде бы всем все понятно, а доходит дело до спора, и выясняется, что в договоре вопрос не отфиксирован. Ты меня сейчас натолкнул на интересную мысль или идею даже установления некого стандарта для рынка Legal Tech, а какой минимальный набор требований должен предъявляться к Legal Tech решению, потому что мы всегда говорим про данные, вот, очень важно. Я смотрю, как сейчас проголосовали наши зрители, что самое важное при выборе поставщика. И здесь, конечно, у нас мнение абсолютно совпадает. Опыт и количество внедренных решений, они говорят о многом. Я хотел бы перейти к следующей теме, и это моя любимая тема. Всю свою жизнь до Правотех я занимался созданием пользовательских интерфейсов, и я очень люблю красивые интерфейсы. И вы знаете, наша компания появилась во многом потому, что я каждое утро просыпался и не понимал, почему
у нас очень удобные айфоны, у нас классные андроиды, телевизоры Samsung, но мы приходим на работу и видим перед собой серо-буро-коричневое нечто, в котором неприятно работать. И я лично искренне верю, что в ближайшие несколько лет к вам в компании, к нам в компании придут люди, которые выросли на ТикТоке, на Инстаграме, на Фейсбуке, и они не будут понимать, почему они вынуждены переступать через себя и работать вот в этих вот корпоративных системах. Поэтому наш базовый принцип нашей компании — это, конечно, design first, и мы его всячески стараемся придерживаться. И, Саш, я хочу у тебя спросить, а что для тебя главное в выборе продукта? Вот как ты понимаешь, что тебе этот продукт нравится? Может быть, не только Legal Tech, как какие-то корпоративные системы? Да, это, наверное, будет завершение предыдущей части. Я, наверное, подытожу то, что сказали. Дорогие друзья, 3 вещи для меня главное в продукте. Первое, как это не парадоксально прозвучит, в продукте главные люди. То есть критически значимым фактором для меня является та команда, которая будет работать над продуктом вместе со мной, вместе с моей командой и так далее. Ну, в этом смысле PravaTech — это супер амбициозные, молодые, талантливые ребята, которые вот несут свет Legal Tech в массы. Спасибо. Второй критерий, что важно в продукте, для меня это кастомизация. То есть возможность настроить этот продукт под собственные нужды. В этом случае мы сразу внутри себя прошли очень такую болезненную развилку. Мы сразу сказали себе, что мы не найдем идеальный продукт на рынке. Потому что мы посмотрели массу точных решений. Есть решения, которые, ну, первый раз за весь форум, маленькое критическое замечание, точные решения есть, которые лучше решений PravaTech. Но если мы говорим про третий критерий, это то, что американцы называют one-stop shop, то есть решение под ключ. Мы не нашли такого продукта, как Legal Desk, то есть платформа, которая позволяет в моменте развернуть и чат-бот, и конструктор договоров, и карточку консультаций или судебных дел с приемлемым уровнем качества. Повторюсь, не надо искать великолепие во всем. Да, там, хотя я к этому склонен в силу там обсессивно-компульсивного расстройства. Вот, я люблю, чтобы все было разложено по полочкам, вот, и так далее. Но мы сразу сказали, что давайте нам приемлемое качество, а дальше мы сами вместе с партнерами допилим. 4-й критерий, он личный. Что для меня важно в продукте, и опять это... Ты так хорошо проникновенно сказал про дизайн comes first и так далее. Я все говорю про команды, но для меня это намного важнее даже дизайна. Это бренд. Когда меня спрашивают, а с кем ты делаешь цифровизацию юридической функции в Ростелеком, я не хочу там опускать глаза в пол, так тихо говорить PravaTech. С кем? PravaTech. Мне важно, чтобы те люди, с которыми я иду в стратегическое партнерство, были известны на рынке, чтобы про них не говорили плохо, что да, они там только обещают, но ничего не делают и так далее. Для меня репутация команды и поставщика сопоставима с моей собственной, потому что я часть своей личной репутации вкладываю в эту историю. Вот и все. Спасибо тебе большое. Очень приятно за твои теплые слова. Правда, очень приятно. Игорь, у меня к тебе вопрос очень интересный. Я видел много разных попыток внедрять какие-то решения, и я неоднократно видел ситуации, когда компании приходилось чуть-чуть менять свои процессы под возможности платформы. И точно так же я видел и другую радикальную точку зрения. Мы не будем менять свои процессы, мы будем, например, писать решения под себя с нуля силами там, своих или нанятых программистов, потому что у нас такие уникальные. Вот можешь здесь немножко раскрыть твое видение или твою точку зрения? Должен ли продукт уметь максимально адаптироваться, или все-таки бизнес готов что-то менять внутри себя под возможности продукта? Ну, в крупных компаниях, я думаю, коллеги меня абсолютно поддержат, ломать процессы — это боль. Это абсолютная и огромная боль что-то поменять. Вот когда люди годами работали по одному процессу, и теперь сказать: не, все, ерунда, давай сначала, вот теперь будет так, просто потому что, у нас теперь такая система, и поэтому будет так. Это сразу отторжение, это сразу непринятие сотрудников, и просто какое-то, плохое качество работы, потому что сотрудники, им не нравится так делать, они не привыкли к этому. Другой вопрос, можно ли немножечко сдвинуть процессы, немножечко подкорректировать? Так аккуратно, наверное, можно, я считаю. То есть
Да, в идеале, нет, вообще давайте так скажем, идеальная картина мира — это когда продукт полностью можно уложить под процессы. То есть все, как процесс был, мы выстраиваем под него все там функционал, все необходимые настройки продукта и работаем, как работали раньше, только еще эффективнее, еще удобнее, потому что у нас теперь есть какой-то инструмент определенный. Это идеальная картина мира, если это получается, это просто здорово. Если это не получается, ну, давайте так говорить прямо, бывает, что это невозможно попросту. Ну, чуть-чуть, наверное, можно подкорректировать процессы. Ну, просто у любого процесса есть какие-то ключевые принципиальные моменты и есть менее важные. То есть вот эти менее важные, ну, наверное, можно чуть-чуть подвинуть, можно немножечко изменить постепенно, безболезненно, максимально постараться это сделать безболезненно. Ключевые моменты, как я уже сказал, лучше не трогать, это будет просто беда, это будет неприятие, отторжение со стороны сотрудников. Поэтому, наверное, идеальный продукт, который можно подстроить под любой процесс, но в теории чуть-чуть можно и поменять процессы в какой-то такой непринципиальной части, но, в принципе, люди, конечно, потихонечку привыкнут к этому. Спасибо. Александр, у меня к тебе вопрос здесь уже в продолжение, и мне кажется, он будет очень логичным. Вот выбирая между стоимостью владения, а когда я говорю про стоимость владения, я говорю про совокупную стоимость владения, потому что очень часто клиенты считают только стоимость лицензии и забывают про сервера, обслуживание, гарантийную поддержку и так далее. Вот выбирая между совокупной стоимостью владения и функциональностью платформы, вот куда в твоем случае, как у корпорации, будет падать решение? Мы выбрали второй вариант. Функциональность. Конечно. Да. То есть, Потому что в любом случае это какая-то абонентская плата должна быть. Это и лицензии, как ты правильно сказал, поддержка, те же самые сервера, там, место на серверах. Но если мы взяли амбициозную задачу, то есть цифровизировать по максимуму юридическую функцию. И суды, и претензии, и банкротство, и отчеты, далее там чат-боты, тогда есть смысл вкладываться в хороший бюджет. И, как я уже сказал в первой части презентации, там хорошая работа не может стоить дешево. я хочу там немножко поделиться с вами нашей внутренней кухней, да, как у нас все работает. У нас в компании почти все процессы, 90%, построены на нашей платформе. Продажи, финансы, HR, поддержка, все это работает на нашей платформе. Мы умеем делать не только юридические функции. И я лично, как CEO компании, придерживаюсь стратегии работы на единой платформе в неком едином окне. И у меня, Кирилл, к тебе вопрос. Я знаю, что вы работаете с большими корпорациями. И вот с твоей точки зрения, что более рационально? Это зоопарк или, как мы уже сказали, заповедник решений? Или все-таки единая платформа для бизнеса? Ну, вообще, мне кажется, постановка вопроса сама уже подталкивает к некому правильному ответу, потому что зоопарк решений, в принципе, содержит в себе некую негативную коннотацию, что вот у нас тут есть гепарды, вот тут павлины, вот тут белые медведи, они все по своим загончикам и как-то между собой не особо дружат. Поэтому я бы сказал, что стоит стремиться именно к единой платформе, но в то же время при определенных условиях не стоит бояться и вносить некое разнообразие. Если по объективным причинам получается, что есть, например, некая система, которая справляется со своей функциональностью лучше, чем родной модуль этой единой платформы, то его можно заменить. Другой момент, что это должно быть бесшовно для пользователя, что ему не нужно переходить там, в другую систему, это все равно должно проходить централизованно через единую систему. Ну, а так, в большинстве случаев, конечно, единая платформа как для пользователей, так и для IT выглядит гораздо предпочтительней. Спасибо. Оль, вот мы выбрали решение, поняли, что нам подходит. Как понять, что вот продукт, который мы взяли, он в итоге удовлетворяет, отвечает всем потребностям? Это какие-то чек-листы. Как понять, что через какое-то время что работает, летит? Ну, я бы начала вообще, в принципе, с использования демо-версии, потому что вот, по своему опыту к нам часто обращаются клиенты с вопросом, вот, что выбрать. Вот, один из первых ответов, который лежит на поверхности, это посмотреть демо-версии и понять, что вам самим больше нравится. И функционально, и с точки зрения интерфейса, и вот того, что называется user-friendly интерфейс. Для всех это по-разному звучит. Поэтому, безусловно, мы используем определенную методологию, отталкиваясь от тех самых процессов, о которых Игорь сказал.
от описания и от тех задач, которые перед системой стоят, и как функционально эти задачи реализованы в конкретном продукте. Но, безусловно, мы оперируем здесь не документами, а практическим решением. То есть смотрим, как на практике работает то, что заявлено вендором. Нам показали результаты опроса наших зрителей, и один из принципов, который мы и в нашей компании существует, это наша ценность, и эту ценность мы пропагандируем в наших продуктах, она называется continuous improvement. То есть меняться каждую минуту, каждый день, каждый час и не иметь ограничений для этого, не ждать, когда наступит какое-то событие, ради которого мы поменяемся. И я очень рад, что наша ценность совпадает с мнением зрителей, потому что мир меняется слишком быстро. Процесс можно поменять за день и даже за неделю, и для этого не должно возникать никаких ограничений. Вот. И я очень рад, что мы здесь на одной странице с нашими зрителями. Какое-то время назад Thomson Reuters компания проводила опрос юридических департаментов, и вопрос был связан с бюджетированием. И для вас, ни для кого не секрет, что турбулентность в мире сохраняется примерно года так с 2008-го, никуда она не уходит, каждый год какие-то возникают кризисы, и нагрузка на юридические департаменты растет. А при этом юристов в юридических департаментах не становится меньше. Но что интересно, по результатам этого опроса выяснилось, что примерно 40% департаментов планируют сокращать бюджеты на юридическую функцию, и 40% планируют увеличивать бюджеты на юридическую функцию. И, Саша, я хотел бы начать с тебя здесь и спросить, вот по-твоему, последние 5 лет бюджеты именно на цифровизацию юридической функции, они растут или уменьшаются? Какой там тренд? И исходя из твоего опыта, сколько в среднем на одного сотрудника обходится цифровизация? Да, спасибо. Хороший вопрос. Я согласен с Thomson Reuters. К сожалению, наверное, для меня, как руководителя этой функции, юридической функции Ростелеком следует тренду первых 40%, где сокращается, если мы говорим в целом, а это в первую очередь ФОД, в целом бюджет на юридическую функцию, он, безусловно, из года в год сокращается. И это, на мой взгляд, это действительно тот тренд, который только усилится с годами. И одновременно растет, правильно, на вас? Да, в среднем, вот мы посчитали, от года к году это где-то в районе 20%. Если количество транзакций, которые мы сопровождаем, посчитать, 20% нагрузка увеличивается, и также приблизительно, ну, чуть меньше, но тем не менее сокращается ФОД, и более того, сокращаются расходы на консультантов. И в этом случае, конечно же, то, что я сейчас скажу про тренд в отношении цифровизации, наверное, логичен, а расходы на цифровизацию растут. Потому что невозможно сокращать ФОД, сокращать расходы на консультантов, поддерживать увеличивающийся в масштабах бизнес и при этом не тратить деньги на цифровизацию. Мой пример, наверное, самый яркий из коллег. Мне интересно будет в кулуарах обменяться вашим мнением. В моем случае бюджет вырос в 21 миллион раз. Он был 0 еще год назад. В 2020-2021 году мы планируем потратить, ну, там, в районе 20 с небольшим, там, плюс-минус 5 миллионов рублей на цифровизацию. Этот бюджет практически в таком же виде перейдет на 2022 год. Ну, может быть, там чуть увеличится там, на несколько миллионов рублей. В среднем, если разложить это на людей, то это где-то от 5000 рублей на человека, на юриста юридической функции. Вот это мои цифры в моей компании. А скажи, в результате вот этой цифровой трансформации, которую ты провел и проводишь, у тебя произошли сокращения персонала? Я бы так сказал, нету прямой причинно-следственной связи между цифровизацией и сокращением персонала. Сокращение персонала — это та задача, которую мне ставит руководство компании. Как любой менеджер, отвечающий за функцию, я, естественно, внутренне сопротивляюсь, но только внутренне. Вот. Мне не хочется, чтобы моих людей сокращали. Мне с ними больно и очень тяжело расставаться. Но этот тренд, про который я уже сказал, это данность, это медицинские факты. В этом случае те люди, которые остаются, мы хотим их освободить максимально от рутины, а это можно сделать только с помощью цифры. Я очень рад, что у тебя такой гуманистичный подход к своим сотрудникам. Это, кстати, одно из самых частых, наверное, возражений, которые мы слышим от руководителей юридических департаментов, когда мы приходим им и говорим про повышение эффективности и сокращение сотрудников. Они говорят, ну они же мои родные, как я вот так вот возьму, от них избавлюсь? Вот. Он, конечно, меня лично очень радует, но реальность такова, что очень хочется, чтобы юристы, наверное, в меньшей степени занимались рутиной, в большей степени занимались креативными
креативными вопросами. Александр, у меня к тебе вопрос. Бюджеты разные. У кого-то это там 500 000 рублей, у кого-то 100 000 рублей, миллионы, десятки миллионов и так далее. Как происходит обоснование бюджета? Как объяснить финансовому, операционному или генеральному директору, что нужно потратить эти деньги? Как ты объяснял? В любом случае здесь необходимо обратиться к техническому заданию, к обоснованию, в первую очередь, как делает это право-тек, то есть это обычная почасовка, которая, в принципе, совпадает с той почасовкой, которую любые другие вендоры дадут. Что касается бюджета и обоснования именно тех трат, вот Александр говорил, я думаю, у всех плюс-минус примерно такие же цифры. Плюс-минус на цифровизацию. Во-первых, в масштабе всей компании это, конечно, большие деньги. В масштабах правового блока это тоже большие деньги. Но мы здесь очень видим для себя простую цель. То есть здесь будут юристы заниматься меньше какой-то необязательной рутинной работой. И вот то, что ты, Леш, говорил по поводу сокращения персонала, я услышал недавно очень хорошую вещь про цифровизацию. Почему люди боятся? Потому что думают, что их сократят. Это вот как раньше была боязнь в 1910-е годы, когда у нас был бум автомобилизации. Все думали, что вот сейчас будут автомобили, и все, водители будут не нужны. Но водители-то нужны, лошади не нужны. Вот здесь примерно то же самое. Юристы всегда будут нужны в юридических департаментах. Просто вместо сведения 10 таблиц Excel в одну, они будут заниматься подготовкой позиций, всего действительно креативного. Поэтому, в любом случае, обосновать бюджет можно, в том числе и путем грамотно составленного технического задания и переговора с вендорами. Да, избавить юристов от рутины — это одна из наших миссий, и, мне кажется, она очень важная. И, вы знаете, я на сегодняшний день в современном мире я не могу себе представить бухгалтера, который бы работал только в Excel, или сотрудника департамента маркетинга, который бы лиды и маркетинговые бюджеты вел бы в Excel. Почти все функции оцифрованы. И для меня юристы всегда, много лет назад, оставались за бортом автоматизации и фактически догоняющие в этом глобальном тренде. И я хотел у Игоря спросить, по твоему мнению, затраты на юриста и на другого сотрудника вашей компании, у вас огромное количество департаментов, юристы тратят больше или меньше на цифровизацию себя? Смотрите, наша компания, в первую очередь, торговая компания, и, естественно, ее первоочередная задача — это продавать, а самые главные сотрудники — это розница. Это еще когда-то Евгений Чичваркин сказал, что офис обслуживает розницу, и это правило, потому что именно они зарабатывают деньги, а офис, бэк-офис, в частности, к которому относятся юристы, им помогают. Поэтому если те подразделения, которые позволяют увеличить продажи, позволяют увеличить доход компании, получают больше денег, чем юристы, юристы не в обиде, честно, потому что они понимают, что это бюджет всей компании по факту. Но какие-то выделения себе средств все же юристы очень приветствуют, они этому очень радуются. И, как коллеги уже сказали, если хорошо, грамотно обосновать бюджет, в принципе, действительно это можно сделать, то свой кусочек от бюджета общей компании юристы все же получат. И если они его максимально эффективно реализуют, тут тоже, наверное, важный момент. То есть через какое-то время компании, финансисты какие-то, они посмотрят, юристы, окей, мы вам выделили 20 миллионов рублей, что вы на них сделали? И если юристы скажут, мы тут как-то что-то ничего толком не сделали, естественно, в следующий раз им этих денег не дадут. А если юристы покажут, что эти деньги потрачены не зря, они не профуканы куда-то, они вложены в действительно грамотный и качественный проект, который предоставил дополнительный сервис какой-то, дополнительные возможности, то, я полагаю, компания в следующий раз уже более лояльно будет относиться к просьбе и более лояльно выделить деньги. Хотя, повторюсь, юристы будут всегда во второй очереди, и это во всяком случае, для торговой компании абсолютно нормально. Наши зрители ответили на вопрос. Больше всего голосов пришлось на менее 5000 рублей в год. Я надеюсь, что это не 0. И 4999. Например, да. Очевидно, что технологии стоят денег, и очевидно, что
инвестировать и вкладывать в это обязательно нужно. Мы часто смотрим на эту историю, пытаясь оценить стоимость часа работы юриста и сколько часов, минут экономится в деньгах. И именно в таком виде нашим клиентам показываем эффективность от внедрения систем. И раз уж мы перешли к стоимости затрат на одного сотрудника, очень хочется поговорить про людей, про команду. И это важно. И в нашей компании мы видим уже это будущее поколение. У нас очень много ребят 19, 20 лет, 21, 22 года. Мы видим руководителей юридических департаментов, которые родились в 90-е годы. Они уже руководят людьми. И это очень крутое новое поколение, которое вот технологии чувствует на кончиках пальца. И у меня вопрос к тебе, Саш, в первую очередь. Как ты считаешь, вообще влияет ли наличие навыки в legal tech или в технологиях на карьеру юриста? Что важнее? Очень круто разбираться в российском законодательстве, в судебной практике или быть очень крутым в юридических технологиях? Понятно, что и то хорошо, но вот... Очень хороший вопрос. Если коротко, мне кажется, пока еще первое важнее, если мы говорим про, ну давайте так, мы же реалисты с вами, цифровизация, или вернее, страна это не только Москва, то есть если мы выйдем за пределы кольцевой автодороги, конечно же, уровень проникновения цифровых технологий там стремится к нулю во всей остальной России. В этом случае написанный в Word исковое заявление, да, там, и поданное нарочным или курьером в соответствующий суд областной, но это, конечно, ежедневная практика, которая, мне кажется, лет, ну, не хочу говорить 10, но лет 5 точно будет иметь место быть. В целом технологии, конечно, становятся важнее постепенно, они приобретут столь же большое значение, как так называемые hard skills, то есть знание законодательства. Вот. А по поводу того, что ты сказал, какие люди могут быть востребованы в команде, вот мы пошли по тому пути. Этот путь, на самом деле, тоже очень большая философская развилка. Мы выделили внутри себя, и в компании также было сделано, ну, там, условно говоря, люди, которые отвечают за традиционный бизнес, мы это называем, если мы говорим про связь, про телеком, и люди, которые отвечают за цифровые продукты, и люди, которые отвечают за цифровую трансформацию внутри нас. Мы создали специальный Legal Tech Office, который напрямую мне подчиняется. Это очень высокий уровень подчинения, и это свидетельствует о том, что я лично отвечаю за цифровую трансформацию в Ростелекоме. И, повторюсь, это не идеальное решение, потому что многие говорят, слушайте, ну у вас какие-то есть особые люди, а все остальные там должны на них смотреть, и что там, да, происходить, вместо того, чтобы всех стараться обучить новым технологиям или заразить, по крайней мере, этим. Но мы, опять-таки, в угоду скорости и динамике трансформации пошли по этому пути. И, на мой взгляд, это разный майндсет, это разный набор качеств. Вот. И в этом случае, конечно, если люди сидят в Legal Tech офисе, им не надо знать так хорошо законодательство. Давай так, вот вы сейчас, нанимая людей, у тебя появилось отдельное требование к вашим рекрутерам, к вашим HR на знание технологий для юристов? В 90% случаев нет. Нет, да? Только если мы нанимаем в этот специализированный Legal Tech офис, то да. И, хотя вот сейчас мы, например, ввели институт так называемых суперпользователей. Суперпользователи Case Pro. То есть это люди, которые досконально знают, как заполнять карточки внутри нас. И когда мы эти карточки наконец-таки доделаем в течение нескольких месяцев, они будут обучать других юристов, как с ними правильно работать. Поддерживать эту культуру. Но это люди будут делать этот функционал в дополнение к своему традиционному функционалу, как правило, это судебные юристы. То есть никто с них не снимал обязанности ходить в суд каждый день. И в продолжение я уже хотел поинтересоваться у Ольги. Вот в этом современном мире какие, по твоему мнению, навыки стоит развивать юристам? Мы сейчас не говорим про юридические, да, навыки, а про другие навыки. Какие навыки важны? Готовность к новациям, к изменениям в первую очередь. Я здесь часто достаточно слышу фразу о том, что машина нас заменит, что юридическая профессия со временем отомрет как нечто ненужное. Вот мое личное мнение, что не отомрет. Вот то, что вы упомянули, что миссия Правотек избавить юристов от рутинной работы, вот мне она очень созвучна и близка, потому что, на мой взгляд, это в конечном итоге ведет к повышению качества юристов, к повышению квалификации юристов, к развитию юридической профессии в целом. То есть... Я уверен, что нас сейчас смотрят тысячи юристов, да, молодых и те, которые себя ищут в профессии. А у тебя есть какой-то совет очень практически к ним? Вот куда им пойти? В какой... Они закончили вчера, сегодня престижные юридические факультеты. Там
нельзя сказать, что сейчас высокий уровень преподавания технологий. Да, учат в основном справочно-правовые системы. Как им совершить вот этот следующий скачок? Погружаться в практику. Тут нет другого совета для юриста. Мгм. Начинать работать и не бояться делать что-то новое каждый день. Мгм. Игорь, скажи, а вот у тебя появились ли какие-то новые профессии или новые роли в результате цифровой трансформации или новые функции у юристов, которых раньше не было? Ну, собственно, я сам новая роль, то есть потому что до внедрения трансформации я выполнял абсолютно иной функционал, я и был юристом-судебником, и формировал аналитику общую по нашей компании, какие-то методические рекомендации составлял. И когда мы успешно внедрили наш первый проект по автоматизации, как бы мой функционал поменялся. То есть теперь я возглавляю именно отдел, под это выделено целое подразделение людей, которые далее будут развивать, ну вот как Александр сказал, legal office, ну у нас не офис, у нас это просто отдел по автоматизации юридической функции, но мы стараемся, мы сейчас ведем еще параллельно 3 проекта новых по автоматизации, не считая поддержки существующего наших legal desk систем. То есть у нас сейчас есть, как я вот в своем выступлении говорил, проект «Умный конструктор договоров», у нас есть проект распознавания текста, и у нас есть проект по поиску и изучению товарных знаков. То есть мы ищем пока, ну, кое-что ищем, кое-что уже в процессе находится. Поэтому, и да, получается, я и те коллеги, которые перешли в мой отдел, они стали, ну, такой, скажу, наверное, громко, новой формацией. Надеюсь, это не прозвучало слишком амбициозно. Я находил, кстати, статью, по-моему, на вашем сайте о legal engineer. Вот есть такое понимание, что как бы юрист-инженер такой своеобразный. Ну, я, наверное, полагаю, мы примерно такие и являемся этими юристами-инженерами, которые мы помогаем нашим коллегам, мы помогаем нашим судебникам, нашим договорникам, там, каким-то административщикам, мы саппортим их в использовании систем, и в том числе там какие-то методические материалы издаем, настройку проводим. Ну, то есть к нам там пришли, говорят, ой-ой-ой, нужен отчет. Ребята, без проблем, все подготовим, все сделаем. То есть собираем потребности и их обеспечиваем нашим коллегам. И вот, наверное, такая-то новая профессия, ну, юрист-инженер, legal-инженер, там по-разному можно хоть Да, там очень много интересных появилось профессий. Это legal ops, прежде всего, да, человек, который глобально отвечает за процессы. Я себя сейчас, когда тебя слушал, поймал себя на мысли, что наша компания находится по другую сторону баррикад. Если у вас юристам приходится осваивать технологии, то нашей команде приходится осваивать юриспруденцию. И когда наша компания только зарождалась, у нас ребята потратили огромное количество времени, и, например, в арбитражных судах у нас существует 200 различных типов документов. И если для обычного человека это всего лишь бумажка с текстом, то наши программисты отлично понимают разницу между решением, определением, постановлением, ходатайством, заявлением. Они четко понимают, зачем нужен каждый документ. И вот это так и на нашей профессии тоже отразилось. Ну, наши пользователи, наши зрители проголосовали, и да, мы здесь абсолютно с ними совпадаем. Конечно, это прежде всего оптимизация рутинных операций и возможность сфокусироваться на креативной работе. У нас с вами остался последний блок, и он, пожалуй, самый важный. И здесь очень хочется ответить на самый главный вопрос: а зачем? Зачем вообще вся эта трансформация нужна? Ну, нормально же жили, писали на бумаге, все было круто. И я хочу Александра в первую очередь спросить, какие ключевые результаты ты ожидаешь от цифровой трансформации? Какие ключевые результаты ты уже получил от цифровой трансформации? И как это можно пощупать? Конечно же, увеличение числа выигранных дел, сокращение ошибок. Ну, в конечном итоге мы же работаем в бизнесе. Самое главное – это деньги. Если цифровая трансформация будет приносить реальные деньги, тогда она удалась. Если не будет, ну, наверное, тогда это лишнее. Поэтому в первую очередь деньги. И мы очень много говорили сегодня о технологиях, но если говорить о людях, главное, чтобы людям нравилось работать. Если они не будут заниматься вот той самой рутинной работой, о которой говорят наши зрители, ну, у них и мотивация повысится. Это вот та самая нематериальная мотивация, о которой очень многие люди забывают, очень многие руководители. Если он будет приходить на работу и заниматься в красивом интерфейсе, в программе, будет думать, будет креативить, будет повышать свою квалификацию, тогда это в любом случае принесет ожидаемый результат денежный.
Это очень круто, что там, передо мной сидят руководители, которые понимают ценность команды. Я думаю, что многие из вас, когда начинали свою практику, там, начинающими юристами, наверное, вы там в 2000-х испытывали совсем другой. Мало кто заботился о вашем Психологическом комфорте. о вашем психологическом комфорте, да. Вот тебе, Это правда. вот тебе поставили пачку бумаг, выполняй. Кирилл, все клиенты любят быстрые победы. Да, все хотят получить результат, а можно завтра утром, а можно, чтобы через день. Как, вот по твоему опыту, как быстро можно ожидать результаты от цифровой трансформации? Это недели, годы, месяцы? Вот тем руководителям, которые сейчас задумываются, в какой им себе внутри дедлайн поставить? Мне кажется, что если мы говорим о качественных показателях, такие как упомянул Александр, удобство пользования, уход от рутины, высвобождение времени для решения креативных задач, то они достигаются достаточно быстро, в краткосрочной перспективе, сразу после небольшого периода привыкания пользователя к новой системе. То есть я бы оценил этот промежуток до 3 месяцев. Если говорить уже о каких-то количественных операционных показателях, то есть количестве дел, количестве документов, то, наверное, чуть подольше, скажем, до года. А если же мы уже берем совсем верхний уровень, то есть влияние на OPEX, FOT и так далее, то здесь, наверное, это такая игра в долгую и свыше года. Спасибо. Игорь, я уверен, что в вашей компании подход data-driven, когда все измеряется и все считается, вы просто пронизаны этим ДНК. Вот, по-твоему, какие ключевые метрики юридического департамента есть, на которые можно влиять или нужно влиять с помощью цифровой трансформации? Или нет? Не угадал. Не Нет, угадал. и мы считаем, что таких метрик нету. Смотрите, я приведу ситуацию. Первый юрист не пользуется никакими системами, ручками заполняет таблицу в Excel, вносит дело, потом отвечает на 5 уже надоевших вопросов своим смежникам, и потом такой, точно, у меня же завтра суд, вот у нас объект недвижимости пытаются забрать, надо же практику почитать. Читает практику, находит удачную практику, идет, выигрывает. Второй юрист ничего этого не делает, карточка заполнилась сама путем синхронизации с CAD, чат-бот ответил на вопросы, он 5 часов тратил на поиск практики, не нашел практику, или нашел но неудачно, и дело проиграл. Вот как здесь можно сказать, помогла цифровизация? Кажется, что не помогла, да? Вот ему поставили ботов, которые за него работают, он дело все равно проиграл. А первый без ботов выиграл. Но тут же на самом деле миллион факторов. Тут и качество самого юриста, и некая степень везения. Вот попалась первому сразу удачная практика, а второму не попалась. И на самом деле мы ведь все понимаем, что решение суда иногда от юриста, оно не всегда зависит, даже если он самым лучшим образом подготовится. Но вот мы взяли 2 ситуации, проанализируя с точки зрения факта. Давайте теперь их проанализируем с точки зрения вероятности. У кого из этих юристов вероятность выиграть дело больше? Естественно, у второго. У него больше времени на подготовку, у него больше времени на проработку своей позиции, на составление какого-то красивого, понятного отзыва, потому что он не тратит свое время. То есть мы уже вот здесь очень много раз и в отдельных выступлениях, в нашей дискуссии говорили о освобождении от рутины и предоставлении юристам время для некого креативной работы. Но как оцифровать это время? Вот, честно говоря, мы не видим. То есть, да, это такой стандартный вопрос абсолютно часто. Сколько же у вас освободится фото? А сколько вы людей сократите? Мы говорим, слушайте, ребят, я думаю, на самом деле у всех здесь присутствующих юристы работают в переработку. То есть они успевают все, и когда они это успевают, такие вот, там у меня 20 вопросов, 8 писем, завтра суд, еще тут мне какое-то заключение дать надо, он разрывается. Дать ему, как мы уже говорили, комфортную работу, когда часть за него делается автоматически, и он совершенно спокойно, вдумчиво готовится, это уже комфорт, это уже более внимательная работа юриста по проекту, по суду, неважно почему. И это значит получение от него лучшего результата. И этот результат оцифровать, честно говоря, невозможно, потому что, как я уже сказал, можно посчитать, сколько дел стали больше выигрывать, а окажется, что не стали больше дел выигрывать. Но это же не вина цифровизации. Это совершенно другие факторы могли в этом вмешаться. Мы не понаслышке знаем об этом, да, потому что видим, какая судебная нагрузка, безумная абсолютно на, допустим, арбитражную систему, на судейский корпус. Очевидно, что юристы перегружены. И у меня в рамках нашей дискуссии остался последний вопрос. Саша, к тебе. Я знаю, что ты получил 2 награды, да, самый инновационный департамент, и 2-я награда, по-моему, звучит за налаживание... Самое лучшее взаимодействие с бизнес-подразделениями. Самое лучшее взаимодействие с бизнес-подразделениями. И мне очень хотелось, чтобы ты немножко рассказал, как изменилась
твое взаимодействие твоего департамента с другими бизнес-подразделениями? Как вы поняли, что у вас улучшилось это взаимодействие? Ну вот я завершаю то, что сказали коллеги по поводу того, как оценить вообще успех трансформации, да, и внедрения цифровых продуктов. Действительно, я вот, Саша очень хорошо сказал, что у меня два критерия. Первый — это счастливые лица юристов, которые чуть больше времени проводят с семьями, вот, ну или занимаются, проводя меньше времени с семьями, занимаются чуть более интересной работой. И второе — это, да, это довольный бизнес, которому мы помогаем зарабатывать чуть больше. Отдельный вопрос, как это считать, какие метрики и так далее. Вот, мне кажется, если есть желание, метрики можно найти. В отношении твоего вопроса бизнес оценил, ну, во-первых, денег мне дал на цифровую трансформацию бизнес. У меня бюджета всего нету. Все деньги, которые нам выделяют бэк-офису, это значит, бизнес поделился частью доходов своих с нами, увеличил расходы. Поэтому мы бизнесу сказали очень просто: рубль, который вложен в нас, в нашу цифровую трансформацию, в итоге вернется 3 рублями доп. Выручки, которые вы получите то ли через выигранные суды, то ли через сниженные административные штрафы, то ли через оспаривание закупок, в которые мы проиграли. Вот через все эти дополнительные инструменты повышения нашей эффективности в итоге эти деньги к вам вернутся 1 к 3. Вот. Нам удалось это сделать в рамках там пилотного проекта. Надеемся, что вот этот тренд сохранится и дальше. Мне очень интересно будет с вами поговорить об этом, наверное, через год, да, когда мы сможем оценить, посмотреть, как цифровая трансформация повлияла на вас всех. Коллеги, вы фантастические спикеры, с вами очень интересно общаться. Для меня час времени пролетел абсолютно незаметно. Надеюсь, что и для вас тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.